небольшой обзор велодорожки от Орбиты до Казгуграда через выставку. Угол Наваи Турайгырова, велодорожка. Но это даже больше не велодорожка, а велодорога, велошоссе. Грязная, широкая, потому что здесь раньше ходил трамвай номер 6. Аким Байбек его демонтировал и построили здесь велодорогу. Поворачиваю на улицу Абишки-Кельбай-Улы. Это бывшая Каблукова. Да, Турайгырова — это бывшая Фрунзе. Вот здесь перекресток такой довольно-таки опасный, надо очень осторожно его пересекать. Пешеходы, конечно, ходят. Ну, была бы поуже, все-таки их поменьше бы, наверное, ходило. Хотя рядом тут сбоку идет тротуар. Ну, ладно. Я с ними никогда не конфликтую, так как я иногда и по тротуару езжу, они не прогоняют. Ну, хотя по тротуарам велосипедисты по ПДД имеют право ездить скоростью не больше, по-моему, 5 км в час. Так вот, надо опасаться этих перекрестков, переулков. Здесь бывают аварии. Я видел, как сбивают здесь и пешеходов, и велосипедистов. Велосипедиста здесь сбила машина. Она выезжала из переулка, а он несся на полной скорости на прокатном велосипеде. Вообще, на прокатных велосипедах люди ездят более авантюрно. То же самое касается и самокатов. Особенно прокатники беспредельно катаются. Здесь велодорожка почище, чем на Фрунзе. Видимо, ее иногда убирают, а до верху не доходят. Вон пешеходы гуляют. Приходится поэтому ездить осторожнее. Хотя бы шли по встречке. Вот как эта девушка. А когда мотопедисты тоже здесь ездят, им тоже не запрещено. По ПДД им запрещено передвигаться по тротуарам и велодорожкам. Велосветофор здесь. О. Так, поворачивать быстрее. Иногда не видят. Иногда не видят водители. Иногда просто не считаются с велосипедистами, с самокатчиками. Поэтому лучше их пропускать. Так. Вот это я не знаю, но вот самокатчик, наверное, едет. Имеет право. Маленький самокатчик. Так. Здесь я видел, как женщину сбил таксист. Шла по велодорожке, а он с примыкающей улицы.
Не уехал. Поворачиваем на улицу Утепова. Она не переименована. Как была Утепова, так и осталась. Здесь все так же по трамвайке. Дорожка идет. Брат велосипедист. Еще один курьер. Так, пропускает, ну как-то так страшно стало. Зеленый не успеваем. А нет, успевал бы, но лучше не поеду. Вон прокатные самокаты, где попало, ставят. Уже затрудняют езду. Пешеходы тут же идут. Зараза, наставили здесь. Пешеходы, самокаты. Здесь дорожка сузилась. Трамвайная линия шла там по центру, по-моему, да? Что-то я уже... Так, вот идет девушка, объезжаем ее. В общем, на полную скорость не разгонишься. Так, он еще выезжает. Ладно, он раньше меня. Ну, здесь вот велодорожка, как положено, по ширине. Правда, тоже много пешеходов, потому что тротуар чуть совсем далеко там идет. Я их понимаю даже. Могли бы и рядом сделать тротуар. Так. Подъезжаем к светофору. Так, налево надо посмотреть обязательно. Здесь тоже видел, как велосипедист был сбит на шоссере. Здесь дорожка вроде узкая, но слева, да, тротуар, наверное, да. Тротуар. Ну, здесь, как правило, пешеходы нормально. Вот пример, да, тротуар рядом, и они не заходят сюда почти. Так. Жарокова. Так, здесь надо пересечь, но тоже надо осторожно. Эй! Все. О, вообще он по велодорожке едет, ну, выезжает, наверное. Видимо, выезжала. Так, осторожно. Жестами не забываем показывать повороты. Вот опасный тоже поворот. Так. Если по велодорожке не езжу, вверх уходит. Здесь через выставку так. Так. Лежачий полицейский.
Ну, я имею право, наверное, здесь ехать. Здесь знака нету. Проезд велосипедом запрещен. Машины ходят. Транспортные средства. Так, это выставка. Раньше называлась ВДНХ. Теперь Атакент. Да. Указательные пальцы на тормозных ручках. И голуби тоже опасные. Я так один раз сбоку прилетел. Ну вот я все по велодорожке, а я вот такой не по велодорожке. Ну сейчас заеду на нее опять. И голубь мне прилетел сбоку, я ну как упал, я так быстро ехал, но я слетел, можно сказать, и слетел с велосипеда. Думал, камни мне залепили, а потом, ну, вижу, что это голубь. Следы от когтей, вмятина небольшая осталась. Шлем стоит одевать, и ради этого. Вообще надо в шлеме ездить. Вот за все годы, я уже сколько лет, 17-18 езжу. По-моему, я не помню, 17 или 18 сезон. Один раз мне шлем пригодился, я попал, ну и как бы летел. И в каком-то состоянии, видимо, ну, в первый момент бессознательным и приземлился. Когда приземлялся, ударился и головой. Ну и все в порядке. Так. Лево. Налево. Так что одеваем шлем. Кстати, летом привыкаешь, не жарко в нем. Я уже так привык, я вообще не снимаю. Едем через выставку. Раньше здесь велодорожка ее почти не видно. От Байбека, при Байбеке она была построена. Какой бы он там ни был плохой, но он следил за состоянием. Они были чистыми, размеченными. А этот новый Аким все похерил. Ее здесь практически нету, следов от разметки, все. Так. Выезжаем с Атакента. Вот здесь тоже сделали, совместили велодорожку с тротуаром. Ну, неправильно тоже, я считаю. Так, вот тоже поворот. Осторожно, тут елочка мешает. Здесь также велодорожка совмещена. Ну, вернее, нет, она здесь прерывается. Здесь тротуар. Здесь хозяева пешеходы. Поэтому здесь очень аккуратно. Едем. Все. Это уже велодорожка по Тимирязево. Она довольно-таки чистая. И, по-моему, она самая волнообразная почему-то. Она вся волнами. Здесь едешь быстрее автотранспорта, так как слева проходит БРТ. И они здесь обычно медленны. Зато
общественный транспорт очень быстро передвигается. Считаю, правильно сделали. Раньше помню, на работу занимала участок, чтобы проехать участок от Космонавтов до выставки, бывало по часу, по-моему. Просто стояла все. А сейчас минут 15, 10-15. Едем. В целом, конечно, пусть и волнистая, но велодорожка. Безопаснее ездить, чем по дороге. Еще начинал, когда ездить, никаких велодорожек не было. Ездил в основном по дорогам. И комбинировал, иногда и на тротуар заезжал. Медленно всегда. Вот идут шеренгой. Эй, джигит. Так, и здесь сбивали мопедиста. Он вылетел отсюда на Тимирязево. Ну, часто не глядя ездят вообще. Бесшабашные, безбашенные. Снесло его. Особенно надо самокатчиков на прокатных самокатах остерегаться. Один раз мне зад приехал. И мне еще начал предъявлять, что я резко остановился. На красный светофор остановился. И еще девушка одна вот как раз здесь брала с парковки самокат, не удержала его, как газанула. Он в меня, я по тормозам, он мимо пролетел переднего колеса, а она в меня влетела. Поцарапала меня в кровь своими длинными ногтями. Я ее попугать решил, говорю, вы мне, по-моему, трансмиссию повредили. Все, сразу свалила. Как это обычно и бывает. Вот проехал участок, где наконец отремонтировали. Там такие колдобины были возле Казгу. Ну, правда, так отремонтировали, что асфальт весь волнами все равно. Все, заканчивается моя поездка здесь по велодорожке. Вот тоже место опасное. Здесь насмерть недавно самокатчика. Самосвал. Свидетелем не был, но был свидетелем после. Видела этот самосвал и накрытого самокатчика. Все, съезжаю с велодорожки. Сейчас уже на проезжую часть. Здесь уже нету пешеходов, да и самокатчиков обычно нету здесь. Но здесь зато много машин. Они, конечно, гораздо опаснее. О, летит. Тут, если что, исход будет с большой степенью вероятности летальным. Это не пешеходный переход, не пропускаю. Все, дальше уже не интересно. Всем пока. До встречи на велодорожках и улицах Алматы.